Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами делаем нижнюю часть домика. Это будет первый урок. Я вам покажу, как все расчертить, как вырезать и, конечно, как все собрать. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для работы я буду использовать картон. Это обыкновенная коробка, пришла с Амазона в хорошем состоянии, поэтому я ее сохранила. Специально покупать не надо. Мне понадобится строительный нож, вот такой нож, чтобы вырезать окошки, ручка, линейка и скотч. Ну и, конечно, чуть позже горячий клей. И начнем с низа домика. В оригинале низ домика у меня получается размер 17,5 на почти 14 сантиметров, но я взяла чуть больше. У меня размеры 21 на 15, так как сбоку у меня здесь еще будет заборчик и скамейка. Поэтому вы можете выбирать или один, или другой вариант. У меня 21 на 15. И я просто взяла картонку, она вот мне как раз подошла по размеру, наметила ручкой и строительным ножом приложила линейку и вырезала. С низом, я думаю, справятся все. Теперь измерим фасад. Это у меня 14,5 и высота получается 13 сантиметров. Вот я написала 14,5 на 13, и таких нам понадобится 2 штуки. Предварительно край подрезать, чтобы был ровный. И беру линейку, отмечаю 14,5. Вот я беру линейку не просто вот так, а именно вот за линейку. И также отмечаю внизу 14,5. Можно это соединить сразу, а можно сразу ножом отрезать. Вот я совмещаю две линии, беру нож и один раз провожу. С первого раза не пытайтесь обрезать, чтобы не мучиться, как бы с первого раза все равно не отрежется. И высота здесь у нас получается 14,5 сантиметра, и высоту нам надо 13 сантиметров. Поэтому я также беру, вот сверху отмечаю 13, вот здесь и здесь 13. Совмещаю две линии, и вот у нас получается один раз, вот, и таких нам надо два отрезка. Здесь у нас будет окошки на одной стороне, а задняя часть будет просто чистая. Боковинки у нас получается 11,5, и высота, как мы помним, у нас 13 сантиметров. Вот, записала, и нам также понадобится 2 штуки. Повторяем ту же процедуру. Ничего сложного. Я вам просто покажу, чтобы вы видели, как это делать, и затем все остальные детали будет уже проще. Мы берем 11,5, вот, и еще 11,5. И подрезаем. Можно эти детали вырезать сразу все подряд. Вот у меня вырезалось, и 13 сантиметров у меня высота. Так что, как вы видите, ничего сложного. И таких деталей нам тоже надо 2 штуки. Совместили. Конечно, в процессе работы что-то надо будет подрезать, что-то убирать, но это будем делать уже в процессе. Здесь у нас получается 11,5 сантиметра и 13 сантиметров. Это высота. Таких 2 штуки. 2 детали. Теперь берем 2 детали, которые у нас передние в 14,5 на 13. Одну деталь мы откладываем, это будет задняя сторона. А здесь мы сейчас будем располагать двери и окошки. Теперь нам надо найти середину. Так как у нас 14,5 ширина, то у нас получается примерно 7,3. Это не так важно. 1 миллиметр туда-сюда. Ну, вот, мы нашли середину. Вот она у нас. Это у нас будет центр. Теперь от каждого края, вот я здесь даже написала, 14,5 делим на 2, 7,3. От каждого края мы откладываем по 1,5 сантиметра. Вот здесь 1,5.
А это у нас будет, где заканчиваются окошки. С одной стороны отметили, соединили. И со второй стороны также 1,5 отмечаем. Отмечаем и соединяем. Здесь у нас верх, не забываем. Теперь сверху также берем 1,5 сантиметра, отмечаем. Это у нас где будут верхние окошки располагаться. 1,5 и 1,5. Соединяем. Это чтобы у нас все было ровно. Снизу мы отмеряем 5 миллиметров. Это будет высота, где находится дверь. Начинается. Миллиметров, извините, я, наверное, сантиметров сказала, оговорилась. И теперь также снизу мы отмеряем 2 сантиметра. Это будут начинаться окошки. 2 сантиметра. Вот здесь можно. Вот, и соединяем. Здесь у нас 0,5, а здесь 2 сантиметра. Здесь 1,5 и здесь 1,5. Окошки квадратные, и они у меня 3,5 сантиметра на 3,5 сантиметра. И теперь вот отсюда мы отмечаем в каждую сторону. Вот 3,5 сантиметра. Здесь и здесь. Проводим линию. Я очень люблю геометрию. Многие, наверное, это заметили. Так, отмечаем с этой стороны 3,5. Поэтому для меня чертежи всегда понятные. Ну и я стараюсь, конечно, делиться. Вот здесь у нас будут окошки. Окошко у меня снизу тоже 3,5 сантиметра. Поэтому вот отсюда откладываем 3,5 и отсюда. И у нас получится квадрат. Это будут наши окошки. 3,5. 3,5. Отсюда 3,5 и отсюда 3,5. И вот это у нас окошки. И также чертим окошки с этой стороны. Высота двери у меня будет по высоте окошек. Вот я сейчас выровню по первых окошек. А здесь она у меня 3 сантиметра, поэтому от середины отложу вот по 1,5 сантиметра в сторону. И с этой стороны. Так, вот так. И это у меня будет дверь. Вот. Здесь у нас окошки, здесь дверь. Сейчас сделаем разделение окошек. Чтобы сделать вот эти отверстия и раму, я просто делю на 2 части. Здесь уже можно на глаз. 1 миллиметр туда-сюда ничего не решит. Вот сразу на 2 окошка. И вот здесь. И так разделяю все окошки. Также поступаю с этой стороны. Здесь вот эту ширину вот этой рамы можно делать кто как хочет. Здесь у меня 5 миллиметров. Вот я вам покажу. 5 миллиметров. Поэтому я просто беру, даже не измеряя, примерно вот так. С одной стороны 2 миллиметра. С другой стороны. И также вот здесь. Будем разрезать вот по этому краю. Середина остается. Так. И вот так. И вот это у нас получается окошки, которые мы будем вырезать. Также все чертим на этих окошках. И теперь будем вырезать отверстия. У меня вот такой ножик. Очень удобно с ним резать. Я беру линейку. Так, и отмечаем сразу, что нам надо вырезать. Вот, чтобы вы не перепутали. Вот это. Вот все вот эти вот окошки. Середина остается. Ну, давайте начнем. Давайте прорежу сначала низ. Вот он у нас.
здесь дверь. Прикладываю линейку и вот так по линейке подрезаю. С одной стороны, чтобы все было ровно, я вот так встречную. И вот здесь. С одной стороны и уголком вот так с другой стороны. Теперь вот это с одной стороны и с другой стороны. Если не получится с первого раза прорезать, потом еще раз проведем. Сначала отмечаем границы. Вот. С одной стороны и с другой стороны. Так, сейчас проверю. Не прорезалась. Но в любом случае, вот теперь можно, когда границы есть, вот так аккуратненько все это подрезать. Конечно, работа идет медленно, но это того стоит. Так, что-то еще-то где-то не прорезалось. Вот. Вот всегда можно потом выровнять. Дверцу мы прорезали. И теперь также подрезаем окошки. Окошки немного сложнее, так как здесь вот эти мелкие детали, но я всегда вырезаю сразу два. Вот я беру линейку, приложила к верхнему с одной стороны. Что очень мелкие такие детали, но ничего, можно справиться. И вторую сторону. Также я делаю вот здесь. С одной стороны. И со второй. Затем делаем низ и вот эти боковинки. Вот у нас вот до сюда надо. Вот здесь у нас. Это я вот досконально показываю, чтобы потом никто не прорезал лишнее. Прорезаем все вот эти боковинки. Давайте я одно окошко прорежу полностью, чтобы вам показать вот здесь одну деталь. Так, не прорезалась. Вот теперь у меня отмечено. Я беру и вот так все еще раз все прорезаю. Очень удобно резать вот на этом коврике, так как стол у вас не царапается, не режется ничего. Так, не прорезалась. Вот одно окошко есть, но надо все это вот выровнять. На камеру немножко неудобно. Обычно я это все делаю ближе к себе. Ну, вот такое получается. И также подрезаем все остальные. Переднюю часть я вырезала. Могу добавить, что если вы будете делать последующий декор, то можно сразу обрезать все вот эти, не делать вот эти рамы, а затем уже, когда сверху накладываете декор, как я делала в замке. Вот в уроке вырезала окошки и затем делала уже отдельно рамы. Но в данном случае я хочу вам показать, как именно сделать домик. Если успею, сделаю декор, если не, улечу. А если нет, то уже оставлю как есть. Передняя часть готова. Сейчас приступим к боковинкам. Покажу, как расчертить боковинки. Боковинки. Снизу мы отмечаем 2 сантиметра. Это у нас высота, где окошки будут начинаться. 2 сантиметра. И по всем боковинкам и по верху мы откладываем 1,5 сантиметра. Вот здесь 1,5 соединяем. И здесь тоже 1,5, 1,5 и 1,5. Ничего сложного.
И, конечно, теперь нам надо найти середину. Здесь у нас получается 11,5, значит, вот здесь у нас середина. Ну и теперь поступаем как в предыдущем случае. У нас 3,5 сантиметра окошки. Вот располагаем наши окошки 3,5. Вот от этой линии, где у нас снизу и по краям. Вот у нас место для окошка. И вот у нас место окошка. И 3,5 вот сюда. С одной стороны 3,5 и с другой. Вот у нас получаются окошки. Вот это одно окошко, тут окошко. И теперь с этой стороны 3,5. И теперь так же само чертим, как я делала до этого, вот эти рамы. Так, вот у меня середина. Вот. И затем также мы откладываем здесь уже ширину этих рам. Так же, как мы делали в первом случае. Также поступаем по всем остальным местам и разрезаем вот эти места, как мы делали в предыдущем случае. Таких нам понадобится 2 штуки. Все мои детали готовы, и теперь будем склеивать. Вот мое дно, и от края, где у меня будет расположено все, я откладываю примерно 1,5-2 сантиметра, кто как хочет. Вот так, у меня будет чуть больше, чем 1,5. И провожу линию, чтобы знать, куда подклеивать. К задней стенке у меня будет задняя стеночка вот эта вплотную приклеена, вот так. Здесь 1,5 сантиметра, и задняя стенка будет приклеена вплотную. Теперь беру заднюю стенку, которая без окошек. Наношу клей. Так, клей я сразу включу на повышенный режим, чтобы мне быстрее нагревался и как бы мне хватало вот это все приклеить. И подклеиваю вплотную. Задняя часть у меня подклеена. Теперь беру одну из боковинок. Мне надо подклеить вот по линии, где я отметила. Подклеить низ и затем подклеить вот эту сторону. Поэтому я беру... Так, сейчас клей течет, потому что нагрев сильный. Наношу клей и подклеиваю вот эту нижнюю часть по линии. И даю закрепиться. Вот здесь у нас не подклеено. Сейчас я или в одну сторону, или в другую подгибаю вот эту одну сторону. И также наношу вот сюда клей. И все вот так совмещаю. И даю закрепиться. Беру вторую боковинку, вот так совмещу. И ручкой себе отмечу, куда подклеивать. Также подклеиваю нижнюю часть для начала. Даю закрепиться. И теперь также боковинку. На одну из боковинок, вот, наверное, вот это удобнее будет, поворачиваю и наношу клей. И совмещаю все. Даю закрепиться. И теперь нам осталось подклеить вот эту внешнюю часть, где у нас дверь. Я именно вот на эту заготовку наношу клей. И подклеиваю ее вот таким образом, низ. И затем подклеим боковинки. Теперь наношу клей на боковинки. И также все совмещаю. Даю закрепиться. Одна сторона. И вторая сторона.
И вот что у меня получается. Теперь я буду склеивать боковинки. Я беру скотч, так как у меня скотч широкий, мне такой не нужен, я его подклеиваю на свой коврик. Вымеряю 13 сантиметров, это у меня высота. Отрезаю эти 13 сантиметров и подрезаю чуть-чуть ширину. Мне не нужна такая большая ширина. И вот эту полоску я беру и подклеиваю, извините, на боковинки. Да, можно это делать салфетками, клеем, но так быстрее и надежнее. И вот у меня все боковинки получаются хорошо склеенные. И продолжаем работу. И также я подклею все вот эти боковинки. Здесь у меня почти 21 сантиметр. Вот я отмеряю, отрезаю. Здесь я сделаю вот так наполовину, чтобы использовать и одну, и вторую часть. И теперь беру и подклеиваю вот сюда, чтобы замаскировать все стороны. Здесь чуть-чуть подрезаю и здесь чуть-чуть подрезаю. И вот у нас получаются чистые вот такие края. И, конечно, обрабатываем все остальное. И вот такая деталь у меня получилась. Все склеено. Здесь у нас окошки, низ. Все идеально держится и подклеено. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. В следующем уроке мы с вами сделаем крышу. Покажу, как ее раскроить, расчертить, во-первых, раскроить и, конечно, как обработать, чтобы все у нас закрывалось. Если есть вопросы, пишите под видео, я всегда рада ответить и помочь. Творческих успехов и до скорой встречи. Пока-пока!